Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как позволил много лет назад, так и позволяет до сих пор. Девятое место. Чонгук едой делится только с Тэхёном. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Слухи о предательстве Чонгука. Чонгук изменяет Тэхёну». Фанаты якобы застукали Чонгука с девушкой у дома. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Отдал Тэхёну свою розочку. Седьмое место. Внимание на эту руку. Шестое место. Поведение пары. Если вам кажется, что ничего милее вы не увидите, то вам не кажется. Самое безопасное место, где мы чувствуем себя защищенными. Место, где ничто не расстраивает, не ранит, где нет тревог и сомнений. Особое, уникальное место, полное нежности, покоя и ощущения правильности момента. Это место – объятие, которое дарит нам любящий человек. Пятое место. Как же я люблю это видео.
4 место. Забота. Чангук, который знает о том, что его любимый не ест острую еду и всегда обращает внимание. Третье место. Новости. Стример Квэкити анонсировал свой стрим и подписал это так. Квэкити, все скажите спасибо Чангуку. Имеется в виду 54-часовой стрим, вдохновленный игровыми трансляциями Чангука. Чангук вдохновляет людей на невозможное. Даже Квэкити решил стримить целых 54 часа, просто глядя на игровые трансляции Чангука. Все эмоции и всю жизнь делит на двоих. Габриэль Райк, видеорежиссер журнала Vogue, поставила лайк вирусному ролику Тэхёна с мероприятия Vogue World в Instagram. Ролик стал вирусным, набрав более 22 миллионов просмотров и 2 миллионов лайков всего за 2 дня. Он такой очаровательный. Чангук, творец истории, установил первый и самый продолжительный рекорд. В чарте Global 200, выпущенном Billboard 8 числа, по местному времени, сольная дебютная песня Чангука «Seven» заняла 157 место. С момента своего выпуска в июле 2023 года она успешно продержалась в чарте 119 недель, продолжая первый и самый продолжительный рекорд среди всех азиатских артистов. На этом пробег Seven не заканчивается. За тот же период она также поднялась до верхних 80-х мест в чарте Billboard Global Exclude the Us, установив очередной рекорд в 120 недель подряд и продолжая самую продолжительную серию для азиатского сольного исполнителя. Seven также переписывает историю на Spotify, крупнейшей в мире стриминговой платформе. Первые результаты также были ошеломляющими. Seven возглавляла чарт Billboard Global Exclude the Us 9 недель подряд и Global 207 недель подряд, установив рубеж. Установив первое и самое продолжительное одновременное лидерство азиатского исполнителя, продержавшегося на вершине обоих чартов 7 недель подряд. Имя Чангука делает еще более особенным неуспех одной этой песни. После Seven он стал первым сольным исполнителем, чьи 3 или более песен одновременно возглавили Global 200 и Global Exclude the Us в течение одного года, 3D и Standing Next to You. Этот образ Чангука.
Тэхён для Compose Coffee. Сегодня, когда хочется признаться в чувствах к любимому человеку, подарите тепло с осенней сладостью – латте из ночного каштана от Баая. Небольшая чашка, наполненная сладостью, может стать самым особенным подарком для кого-то. И еще кое-что. Скоро вы сможете увидеть в магазинах фирменную кружку Compose Coffee, которую держит Тэхён. Это сцена. Я залип. Кмидио Тэхён. Моя новая муза. Тэхён покорил известного американского дизайнера и подтвердил статус иконы моды. Тэхён снова продемонстрировал свои иконические модные качества, став музой известного американского дизайнера. Известный американский дизайнер Ник Вэриас недавно признался, что стал поклонником Ви после того, как увидел его на показе Селин во время Парижской недели моды. Тэхён, подчеркнув, что считает его своей новой музой. Ник Вэриас – всемирно известный дизайнер, который получил популярность, участвуя во втором сезоне американского шоу «Проект Подиум» Project Runway. Он также выступал в роли наставника в шоу Project Runway Under the Gun, где его подопечные добивались побед. Сейчас Вэриас является деканом школы модного дизайна FIDM в Калифорнии, где готовит новое поколение дизайнеров. Знаменитости, такие как Бейонсе, Кэти Перри, Хайди Клум и Ева Лонгория, надевали его платья на церемониях «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Грэмми» и «SAG Awards». Тэхён присутствовал на показе коллекции Селин сезона «Лето 2026» в Париже 5 октября, привлекая внимание мировых СМИ и представителей модной индустрии. На протяжении всей недели моды Ви оставался в центре внимания. Даже после завершения шоу гости не покидали место, чтобы увидеть его. Селин пришлось на время скрыть Тэхёна, чтобы облегчить работу с прессой и интервью. Даже известная американская актриса Ума Турман выстроилась в очередь, чтобы сфотографироваться с Тэхёном. Она назвала фото с ним фотографией всей жизни и не скрывала радости. Ему действительно идут почти все прически. Кмидия пишет: Чангук и Кэлвин Кляйн – экстремально сексуальный красавчик. 10 миллионов просмотров за 3 дня. Чангук покорил сердца фанатов по всему миру своим непревзойденным обаянием и экстремально сексуальной внешностью. Глобальный бренд Кэлвин Кляйн недавно опубликовал в официальном YouTube и социальных сетях видео под названием «На какой этаж вы направляетесь?». Чангук покажет прямо из лифта. В ролике Чангук появляется в полностью черном образе с кожаной курткой, излучая шикарный и сексуальный стиль. Его милые подмигивания и улыбка добавляют образу очарования и игривости. Фанаты активно реагировали. Мужчина, которого полюбит вся планета, все, что бы он ни делал. Он невероятен, визуальный король, физический король, сексуальный и милый красавчик. Все в одном, просто сумасшествие. Люблю этот стиль Чангука. Король Чангук. Сексуальный Чангук. Благословенный Кэлвин Кляйн Чангук бесконечно пересматриваю, пусть появится и в моем лифте, и многие другие. Что тут за малыш?
Чангук занял первое место в индивидуальном рейтинге K-Brand Index среди айдолов мужских групп, а Тэхён расположился на пятой позиции. По данным аналитического агентства Asia Brand Research Institute, опубликованным 11 ноября, Чангук занял первое место в индивидуальном рейтинге K-Brand Index среди мужских групп. K-Brand Index – это система больших данных, разработанная Asia Brand Research Institute в сотрудничестве с исследователями из разных стран. Она представляет собой национальный индекс брендов, где каждая стадия от отбора кандидатов до формирования индекса проходит экспертную проверку консультативного совета. Особенностью нынешнего исследования стало официальное внедрение Stardom Index, основанного на данных голосований фанатов. Таким образом, влияние поклонников теперь прямо учитывается при оценке бренда в индустрии массовой культуры, что делает рейтинг более достоверным. У Чангука и Тэхёна такие классные отношения с их менеджерами. Хочется верить, что для людей, которые проводят с айдолами так много времени, это действительно уже не просто работа, а хотя бы немного дружба. Стример Квэкити начал свою трансляцию со словами: «Ладно, для тех, кто не знает. Чангук, один из самых больших суперзвезд на планете, занят каждый день и все же находит время, чтобы стримить 27 часов. Он привлекательный, невероятный, наверняка жутко занят». Так как вообще возможно, что он делает 27 часов эфира? И добавил с улыбкой: сможет ли он побить рекорд и дойти до 54 часов? Не дразните Чангука цифрой 54 часа. Он ведь может реально это сделать, и тогда стримерам точно не позавидуешь. Как можно обижать и хейтить этого человека? Пластический хирург выбрал Тэхёна самой визуально потрясающей звездой кей-поп. Пластический хирург выбрал Тэхёна в качестве визуала кей-поп. Пластический хирург Ли Кён Мук недавно провел на своем канале YouTube чемпионат мира по идеальному типу внешности под названием BTS. Райс и Чаин собрались вместе, в котором приняли участие 32 айдола, представляющих визуалы кей-поп. Он выбрал Тэхёна в качестве окончательного победителя, сказав: «Тэхён выглядит круто, даже когда его видят мужчины». Когда мужчины приходят на консультации к пластическому хирургу, фотографии, которые они приносят, в подавляющем большинстве принадлежат Тэхёну, и признался, что он та самая звезда, на которую мужчины больше всего хотят быть похожими. Тэхён не только олицетворяет собой кей-поп, но и является одним из самых красивых мужчин в мире, за что получил прозвище «коллекционер титулов красавцев». Согласно Google Trends, Тэхён последние 10 лет занимает первое место по запросу «Самый красивый мужчина» и известен во всем мире своей внешностью. Многие пластические хирурги утверждают, лицо Тэхёна близко к типичному золотому сечению. Овал лица напоминает яйцо, а идеальная V-образная линия плавно переходит от лба к подбородку. Расстояние между глазами и расстояние между носом и ртом также соответствуют золотому сечению. Западные черты лица и восточные линии лица находятся в гармонии, а если смотреть сбоку, то линии, соединяющие лоб, нос и подбородок, выглядят просто идеально. Не только в Корее, но и в Бразилии, где пластическая хирургия развита очень высоко,
известный пластический хирург Рафаэль Фрота появился в эфире и похвалил лицо Тэхёна, сказав: «Лицо Тэхёна обладает идеальной симметрией и золотым сечением, и его красота поражает». Телевещатели в европейских странах, включая Грецию и Нидерланды, также обратили внимание на лицо Тэхёна, сочтя его эталоном красоты. В частности, когда Тэхён занял первое место в рейтинге 100 самых красивых лиц мира, составленном американским киносайтом TC Kendall в 2017 году. Его хвалили за скульптурное западное лицо, сочетающее в себе золотое сечение и таинственный восточный шарм. Он зарекомендовал себя как новая икона красоты, заявив, разрушая стереотип о красавце-мачо, олицетворяющем западного мужчину, и показывая, что азиатская красота может стать эталоном красоты. Тэхён, чье лицо признано как наукой, так и экспертами, становится эталоном красоты, выходящим за рамки просто красивого кей-поп-айдола. Благодаря своей прекрасной внешности и уникальной ауре, Тэхён получает множество звонков от косметических брендов. Недавно корейские и японские косметические бренды Тиорта и Юнт одновременно выбрали Тэхёна в качестве своей модели и активно ведут маркетинговую кампанию, чтобы завоевать мировой рынок, опираясь на его всемирную популярность. Русские фанатки отогнали этих чемоданных дам. Надеюсь только, что пришли они туда специально, чтобы отогнать, а не чтобы занять их место. Yes, you love Чонгук. Why you say? Вот, отогнала, русская настоящая женщина отогнала всяких сумасшедших фанаток из Китая, которые стояли с пятницы, 3 дня подряд стояли у дверей ворот Чонгука. Молодец, молодец. И она подошла и сказала: почему вы здесь стоите, почему вы не даете своей жизнью? Молодец. Все, они убегают от камеры. Мы продолжаем прогонять этих китаянок. А народ. Вот такой спектакль. Серия изогнутых светильников создавала драматичный визуальный эффект, обрамляя Чангука и его танцоров, а видеоряд на видеостене позади них создавал иллюзию глубины. Конечно же, золотой образ, который я представлял себе, готовясь к этому выступлению, представлял собой идеально центрированный кадр, запечатлевший заголовок The Tonight Show и отражение света на полу студии. Положение съемки было немного сложным. Две основные камеры для выступления были установлены в камеру-зону, расположенную в углу зрительских мест прямо напротив сцены. Я был втиснут между камерами, расставив ноги под углом 90 градусов по Кельвину сцене. Операторы все еще совершали небольшие повороты, поэтому мне приходилось следить за их движениями, пока я следил за хореографией Чангука. На втором фото видно, насколько ограниченным было пространство и обзор на представление. Было бы гораздо проще и безопаснее снимать вне оси, подальше от другой камеры. Но это был лучший способ получить кадр точно по центру, который мне был нужен, чтобы осветители и головной убор были идеально выровнены для задуманного мной кадра. И, конечно же, сложность – это часть удовольствия. Помню, я немного нервничал перед этим шоу. Не хотел разочаровывать фанатов Чангука, учитывая все сложности такого постановочного процесса, ничто не гарантировано. Помню, я был настолько взволнован этим кадром, что сразу после выступления сфотографировал заднюю часть своей камеры на телефон. Что творит? Ах, но мы знаем еще одного человека, кто тоже играет с этим пирсингом. Немного воспоминаний.
Такой аппетитный просто невозможно. Тэхён такой миленький, когда рядом Чангук. Когда Чангук обнимает Тэхёна со спины. Пришла пора заряжаться бодростью и отличным настроением. Это разница. Как же я люблю их любовь. Утейкук кольца Кланбэни. Это южнокорейский бренд, специализирующийся на ювелирных украшениях ручной работы. Название колец Spirit Keeper переводится как «хранитель духа». Это кольцо часто выбирают пары, чтобы подчеркнуть верность и защиту партнера, духовную связь, выходящую за рамки материального, осознанность и зрелость отношений. Moonlit Ring переводится как «озаренный луной». Оно символизирует спокойствие, гармонию и внутренний свет, который остается даже в темноте. Обычно используется как свадебное или парное кольцо, часто в комплекте со вторым Spirit Keeper. Вместе они создают гармонию, лунный свет и хранитель духа, материальное и духовное, два начала, соединенные в одном дыхании. Такое сочетание часто выбирают пары, ценящие баланс между внешней сдержанностью и внутренней эмоциональной силой. Второе место. Это так интимно. Он просто обозначил свое. Чтобы не расслаблялись. Первое место. Тэхён таким образом подзаряжает себя энергией, мы поняли. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.